Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры «Мир танков» от Leste Games. Сегодня у нас на обзоре советский тяжелый прем-танк 8 уровня ИС-6. Бывает еще ИС-6, черный у нас обычный ИС-6. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, пробей лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы начинаем обзор и передаем слово Петровичу. Итак, господа, коллижен модель нашего ИСа-6, ну и начнем с корпуса. Все, правильно ставим. НЛД 200, 196, 197, ну в целом это 200. ВЛД 198, по краям вот здесь по 200. Надгусеничные полки рикошетные, сюда этому танку лучше не стрелять. Люк мехода 224. В целом броня вполне себе годная, даже касаемо НЛД. Себе подобная же машина уже на обычном типе снаряда будет испытывать с бронепробитием проблемы у него будут. Что НЛД, что ВЛД. Уж говорим про щеки, это уж просто можно молчать. Башня у нас такая полусферическая, да, маска орудия. Вот здесь 341, 450, 500, 400, ну по маске все хорошо. Значит, пятаки вот эти рядом с маской орудий по 195, самые слабые зоны, внизу уже 244, все остальное 300 плюс, рикошет 600. Верхняя планка у нас 30 мм, по правилу 3 калибров, естественно, от 90 мм сюда будут забрасывать. Лючки, они есть, они невысокие, по 150, но в них часто попадает, потому что, ну, какие бы они тоненькие не были, плюс еще планочка наша, сюда часто в крышку нам в эти лючки будут накидывать. Борт у нас прямой, у нас есть фальшборд, соответственно, боковой у нас есть противокумулятивный экранчик. Вот, у нас соточка здесь, 150 здесь, здесь 129. От борта, естественно, танкует хорошо, но вставляет вот эту щеку, но в ней все равно приведенки, извините, 244. Попробуй пробей. Так что в целом бронирован этот танк хорошо. Касаемо орудия. Пушка у нас 8 левела. 122 миллиметровка Д-30, 390 альфа стандартная, 530 на фугасе. А вот бронепробитие на основном снаряде очень нищее, 196. И с таким пробитием, конечно, мы будем испытывать определенные трудности с тяжелыми танками. На голде уже получше, но тоже очень мало, 225 всего лишь, 61 на фугасе. Пушка заряжается чуть меньше 12 секунд. У нас ДПМ 2000, точность 0,44, время сведения 2,8 секунды. Касаемо полевой модернизации. Во втором блоке мы прокачиваем вездеходную ходовую, в четвертом блоке притирку шестерни наведения, в пятом блоке звукоизоляцию. Поскольку катать будем без турбины, выбираем не на мобильность, выбираем на огневую мощь, второй слот в шестом блоке. Касаемо оборудования, ставим стандартный комплект для тяжелых советских танков. Это закалка, это досел и стаб. Обязательно стаб, обязательно досел. Иногда можете поиграться без закалки, поставить вентиль, не знаю, может даже турбину. По снарядам основной у нас бронебойный снаряд, 790 метров в секунду летит. Голда у нас подкалиберный снаряд, летит 908, почти касать, нормально. Вот, фугас летит 790 метров в секунду. По снаряжению. Ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, я пихнул доп. Паёк. 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в табличке. Теперь по плюсам и минусам машины. Тачка хорошо бронирована, так-то уж честно говоря, прям даже имбово немножко на 8 левеле. Что касаемо орудий, у нас общая болезнь по советским тяжелым танкам, это отсутствие ВН, у нас здесь минус 6. Лучше, чем минус 5, но все равно мало. У нас хорошая сочная альфа, у нас нормальная скорость полета снаряда, но основная проблема пушки — это бронепробитие, что на основном, что на голдовом снаряде. И это, конечно же, беда. Вот, в остальном же, ну, танк прорыва, разброс и время сведения соответствует назначению танка. Вот, по ХП у нас все хорошо, стандартный параметр 1760. По мобильности у нас 35 вперед, 14 назад.
Зато уделка неплохая, почти 14 лошадей на тонну. Но в целом, конечно, танк медленный. И иногда все-таки есть смысл покатать, например, с турбиной. По обзору у нас нищий 371 метр. Вот, и, честно говоря, конечно, танк слеповат. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим, собственно, на что ИС-6 способен в современном Red Dead. Погнали. Так, господа, обзор боем ИС-6. А обычный, не черный, но они, это одинаковые машины. Советский тяжелый прям танк 8-го левела. Да-да-да. Так, ну что. Поедем драться с Т-34, с КРНР. Гонсало у них есть. Все, бой интересный. Ребят, честный бой. 8-е левела. Торнвагон у них. Это круто. Торнвагон крепкий, товарищ. Поползли. И все поползли в одно место, скорее всего. Две арты, кстати. Ну да. Все в одно место воевать. Ну, под оглушением, конечно. Все, начинаем ИСа долбить. Все, он воевался. Т-34 угостили. Гонсало просрал выстрел. Сводимся. Хорошо. Все. Очень даже хорошо. Оп. Там лорочка еще стреляет. Ух ты! Ты гля, шпак откуда попал. Красавчик. Шпак на красавчике. Ух ты. Да опять союзное дерьмо.
не пробил. Смешно. Все, повоевал. Так. Да. На Черриатере. Все. Попали, ребят. По захвату выиграли, к сожалению. Ну, 2600, 600, 3200 дали. План на любой танк 8-го левела у меня всегда минимум 3 суммы. А здесь получилось даже целых аж 3300. Если бы не по захвату, больше бы настреляли. Ну. Хороший ли это танк? Обычный, тяжелый, кстати, неплохо в целом сбалансирован как по броне. Тяжелый советский танк, без УВН. Все. Что тут дальше, как бы, думать, размышлять. Заняли 2-е место мы по настрелу. 90к фарм. Прям хвалить я его, скорее всего, не буду, но он неплохой. Он неплохой, крепкий для своего левела соответствует как по броне. Пушка нормальная, альфа, чё. Обычный, тяжелый, неплохо сбалансированный танк. По 5-бальной системе он точно заслуживает твердую 4. Ребята, у кого есть в ангаре, конечно же, пишите, какой вы используете оборудование на этой машине, как танк вам в целом. Вот, получается на нем кататься, фармить. Для ребят, которые только хотят его приобрести. Вот. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайк под видео. А я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.